Всем привет, самитаричан! В Японии наступила настоящая весна или даже лето, можно сказать. У нас в Фукуоке сейчас плюс 25 градусов с утра. Очень приятная погода, но немного все-таки жарковато, поэтому я в майке вот так вот. И из-за этого у нас расцвел наш сад. Посмотрите, какая красота. Лимонные деревья, которые мы привезли с собой сюда, цветут по полной. Видно, ему очень нравится фукуоковский климат, потому что они очень хорошо расцвели, очень много цветов. Надеюсь, что будет много лимонов. У нас 2 лимонных дерева. Пахнет просто невероятно. Очень жалко, что через YouTube нельзя передать запахи еще. Надеюсь, что можно будет в будущем. Очень классно пахнет. Мы решили не высаживать наши деревья в землю, потому что они очень быстро пускают корни, и потом их выкопать трудно. В этом доме в аренду мы можем жить только до 5 лет по контракту. Самое длинное, что мы можем здесь находиться. А вот эти деревья, которые в земле уже, это деревья владельца дома. И вот это дерево, это хурма. Осенью будут плоды. А вот это большое дерево, это сакура. И оно огромнейшее. И даже весной оно цвело. Но также из-за такой теплой погоды и влажности очень много сорняка, бурьяна. Я не высаживала все это. Почти вся трава, которая здесь растет, это дикая трава, поэтому нужно будет с этим что-то сделать. Поэтому сегодня у нас будет небольшой влог из нашей ежедневной жизни в Японии, Фукуока. Для начала идемте в магазин, куплю продукты для обеда и ужина. Я очень люблю наш район, где мы сейчас живем в Фукуоке. Здесь очень комфортно, поэтому я иногда хожу вот так вот и высматриваю дома старые, которые можно было бы купить под ремонт. Как, думаю, многие видели в предыдущем видео, мы ищем дом, и пока еще точно не решили, где именно. Но Фукуока тоже очень классный вариант. Здесь многое мне нравится. И тут довольно приятно. В Японии вот так все продается поштучно, по 2 штучки, 2 огурца, 90 йен. Но я уже привыкла. Весной я стараюсь готовить побольше разных салатов и смузи, поэтому мы покупаем очень много овощей. Отдел с рыбой тоже просто огромный, много вот так вот уже порезанной готовой готовки рыбы. Насколько свежая в Японии рыба в магазинах? Смотрите, эти креветки еще двигаются, прямо в упаковке. Вот это часть тунца возле жабр, а вот это почищенная рыба фугу. Вот что я сегодня купила. Хару все пытается съесть рыбу. Так близко, но так далеко. Да, Хару? Нельзя. Так, иди отсюда. Нельзя. Из необычного я купила рыбу фугу. Вот такая вот. Да, не страшно ее есть, потому что ее специально так разделывают, чтобы яд не попал на мясо. Также я знаю, что в Японии уже даже выращивают рыбу фугу, которая не ядовитая, поэтому не страшно вот так вот покупать и есть ее. Ее приготовим сегодня на ужин. Также я купила вот такую рыбу, называется савара на японском, не знаю как на русском. Вот такая. Это жареная курочка якитори. Изуми на обед попросил. Так, тихо. Вот это мизуна. Это японская такая трава. Можно использовать ее для мисо-супа, но также в салат. Тоже очень вкусно. Чем-то похоже на японскую рукколу. Ростки чеснока. Очень вкусная вещь. Как раз весной они растут. Их можно использовать для разных
тоже блюд. Тушить их с овощами, с мясом, с рыбой. Вот это ростки бобов. Они очень вкусные. Не знаю, как описать их вкус. Похоже чем-то на зеленый горошек, только зелень. И удобно, что, видите, он такой с бобами. То есть это не просто ростки, но и бобы там тоже есть внизу. И их можно срезать и еще раз выращивать. И, кстати, вот это с прошлого раза. Эти бобы, мы как раз их выращиваем вот так по второму кругу, что очень удобно. И получается, что можно их несколько раз использовать. Так, Хару, нельзя! Нельзя! Также из необычного еще вот такая картошка сацимаймо, батат сладкая, очень вкусно. Ну а все остальное это довольно привычные овощи, молодой лук, картошка, паприка в Японии дорого очень стоит, одна штучка $2. Чеснок, брокколи, разные салаты. И все это стоило 5658 йен, примерно $50. Что довольно даже хорошо. Нам этого хватит, наверное, на 1,5 недели, так думаю, точно. Да. Так, да. Вас покормить? После обеда я решила приехать в цветочный магазин, посмотреть, что сейчас продают, и также, может быть, купить что-нибудь для нашего сада. С июня начинается сезон гортензий, поэтому можно вот так вот высадить в сад эти цветы. Но они ядовитые для животных, поэтому именно в нашем саду выращивать их не будем, но это очень красиво. Также, конечно, весна – это сезон лаванды. Здесь тоже много есть разных видов. Японцы очень любят выращивать вот такие суккуленты. Их очень много видов здесь, этих растений. Их выращивают везде, и на кладбищах, и в саду. А здесь овощной отдел. Можно купить вот такие саженцы тыквы, разные виды. Это саженцы для гоя, такой очень горький японский овощ. Его называют вроде как горькая дыня также. Паприка, перец. И много-много саженцев для мини-томатов. В Японии обожают их выращивать очень просто. Это все мини-томаты, сплошные мини-томаты. Как же много разных видов их. Зеленый японский перец пиман, а также разные виды баклажанов. Острый перец, разные виды. Вот что я купила. Решила не покупать цветы, а купить только то, что можно съесть. Вот это тоугараши, японский зеленый острый перец. Он не настолько острый, как перец чили, но островат. Вот это кориандр. Я его очень люблю, но в Японии он стоит довольно дорого, а также каждый раз его нет под рукой, когда он нужен. Базилик, самое оно для летней готовки. Только я его не буду высаживать в сад, потому что каждый раз его что-то съедает. Буду его в квартире, в доме держать. А вот это шисо, японское пряное растение. Оно примерно как базилик. Пряное, но другой вкус, конечно. Его используют в разных летних блюдах, как гречневая лапша и так далее. Но для начала мне нужно немного разобраться с сорняком. Мята, конечно, очень сильная. Там, где она растет, нет других ненужных мне растений. Немного совсем. И, кстати, мята, мы используем ее вместе с лимонной травой, чтобы делать вкусную воду, как раз хорошо для лета.
И последняя деталь. Сестра подарила мне гамак. Идеальный подарок. Уже почти 6 вечера, поэтому начну готовить ужин. На ужин я приготовлю вот эту рыбу фугу, сделаю из нее караге. Это такое японское блюдо, когда обжаривают рыбу или курицу в кляре. Очень просто и очень вкусно. Кстати, вот эта рыба фугу, это саба фугу, не ядовитый вид фугу, потому что бывает разная рыба фугу, ядовитая и не ядовитая. Именно этот вид не ядовитый, поэтому его так продают вот в магазинах, и можно просто купить и приготовить дома. И не нужна специальная квалификация, чтобы это делать. Приготовить караги очень просто. Берем соевый соус, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка саке, можно заменить ее на вино, но желательно саке. Примерно 1/2 чайная ложка перетертого чеснока, 1/4 ложка соли и побольше черного перца. Хорошо перемешиваем и добавляем сюда рыбу фугу, или можно просто использовать куриное мясо. Кстати, рыба фугу не только внешне похожа на курицу, но и по вкусу очень похожа на курицу. Я бы никогда не сказала, что это рыба, если бы не знала. Хорошо перемешиваем и оставляем это настаиваться 10-20 минут. На гарнир я приготовлю обжаренные овощи. Можно использовать что угодно на ваш вкус. Обжаривать овощи я буду вот в такой чугунной тарелке, очень удобно и также очень стильно, как мне кажется, можно вот так уже порционно подавать. Тарелка японского бренда, кстати, с вот такой подставкой. Ссылочку оставлю в описании видео, мне лично нравится. Недавно нам друзья показали на барбекю, как такое использовать, так что можно как дома готовить на этом, так и на барбекю. Немного оливкового масла. Обжариваем до вот такой вот корочки. И запекаем овощи еще несколько минут в духовке до готовности. Очень удобно, что есть вот такая вот штучка, которую можно в тарелку эту брать. Пока овощи запекаются, готовим караги. Нам осталось только их пожарить. Для этого нам нужно обычный крахмал, самый обычный картофельный. Насыпаем его в тарелку так, чтобы можно было в этом обвалять нашу рыбу или курицу. Наливаем в маленькую кастрюльку или сковородку масло. Я использую рисовое масло, но можно использовать абсолютно любое без запаха. Дальше все очень просто. Берем рыбу или мясо, которое вы замариновали. Вот так вот обваливаем в крахмале хорошо. И обжариваем это желательно в масле, разогретом до 180 градусов. Очень важно жарить именно в горячем масле, иначе будут они слишком жирные. Вот такие у меня получились запеченные овощи. А это караге. Очень удобно, если есть вот такая вот специальная тарелка, чтобы масло могло падать вниз. Но можно использовать и обычную тарелку тоже, в принципе. Просто так они получаются более хрустящие и менее жирные. Караге обычно едят без соуса, но подают вот так вот с лимоном на вкус. Itadakimasu. Реклама Асахи. Асахи Син. Yes. Безалкогольное, но вкусно. Очень. Сакура. 家ですか初めてだね。もこれやばいね。うん。これ
ハマるかもしれない。火加減最高。めっちゃうまい。うん